зима. Все стоят, коптят, парят, дымят. Доброе утро. Мы сейчас тоже закоптим. Ё-моё. Стекла позамерзали. Сейчас будем все это дело отогревать, когда поедем на ходу. Автономочка работает хорошо. Сколько за бортом, не знаю. Интернет показывает 19, а Манас настоящем показывает полную чушь. Сейчас будем заводиться, посмотрим, но там, я думаю, он будет показывать градусов 5 мороза. Я думаю, тут под 20-очку есть, потому что вам не видно, небо ясное. Так. Что у нас здесь? Видите, сугроб загонял меня вчера. Так, колеса целые. Баки целые. Грязное все. Естественно. Долго и не походишь по улице. Вот там, куда мы сейчас поедем, только-только светает. Граница областей. Омской, Новосибирской. Воскресенье. По-моему, 18-е. Ну, хоть обзор появился. Думаю, смысл камеру брать в руки и снимать выезд, когда ни хрена не видно. Стоять на холостых, молотить. Пока на эти стекла отогреем. Мы отогреем на ходу. В реальности у нас сейчас 19 градусов. Ну, сейчас идет, говорю, потепление. Я смотрел. На следующий завтра. Что-то вот здесь вот завтра вообще нарисовано ледяной дождь. Будет весело. Сейчас вот уже почти горячий воздух идет. Сейчас оно отогреет полностью. Мы уже зашли в Новосибирскую область. И так у нас сейчас без 20:10 уже утра. Ждем солнышко, вот-вот появится. 1318 километров до Красноярска. Насчет 18-го не соврал. 18 декабря. Так, посмотрим. 29,3 по расходу пока. Вчера на 60 уронил по равнинке. Ну, сегодня, может, до 29 догоним. А вот первооткрыватели вот этого кафе Бузовар, вот где вот перед Барабинском, позы, вот, монгольская, бурятская кухня. Сейчас, оказывается, там вот не они, ну, не оригинал, там франшиза. Оригинал переехал вот сюда. Поворот на Чаны. Здесь какая-то заправка такая. Непонятно какая. Вот они вот здесь находятся. Вот прямо там и написано Бузовар. Как-то я здесь кушал. Ну, еще не они тут были. А сейчас вот они... Настоящий Бузовар здесь. А там, куда я все время заезжал, там, оказывается, это франшиза. Ну, это мне так синоптик рассказал. Насчет кухни все знаю. Но сейчас я уже не заезжал. Что, я еду только тут 1,5 часа. Даже нету еще 1:20. Назад будем ехать, заедем. Говорит, даже и вот этих там... Вот я сейчас эту кафешку тут со стороны потом покажу. Ну, уже заезжал туда сколько раз.
Там тоже неплохо, хорошо кормят. То есть, вот, ну, якобы бренд не тот. Ну и сама стоянка там. И зимой сейчас вот туда съехать, потом там выезжать, так не очень хорошо. Так резко в горку и сюда на дорогу. Если дорога не свободная, все, стал и не тронешься. Надо опять скатываться, с разгончика заходить. Летом, сами видели, какая там пылища была. Дождь пойдет, там грязи по колено. Но кормят хорошо, хоть и франшиза. То есть бухлерчик там, песня. Будем назад ехать, сюда заедем. В этот Бузовар настоящий. Минус 18. Как думаете, будет брызгать мой омыватель или нет? О, брызгает, смотрите. Что делается? Фига себе. Не обманул, что ли? Не обманули, что ли? Что с желтенькими крышечками держит. Пускай на 20 рублей дороже, но он хоть какой-то мороз держит. Ну, если тут ниже 20, так здесь и ничего лететь не будет. На дороге сухо. А до 20 надо, чтобы держал. Ну, вот этот держит. Это хорошо. Не обманул тогда дядька меня. Вот она, это кафе. Не, к ней претензий по кухне никаких. Вообще никаких. Мне нравится и у них бухлер, и позы мне у них нравится, все. Здесь вот, ну, со стоянкой, с площадкой тут не очень, им надо что-то делать. Потому что, ну, не есть вырывал. Здесь выезд в горочку. Ну, сейчас-то вроде как нормально. А вот чуть снежочек или чуть потеплеет, это все дело подтает. И выезжать будет очень сложно. А налево так вообще практически нереально. Угадать надо, чтобы слева-справа никого не было. А так по кухне никаких вопросов. Не к тому, что здесь хуже кормят. Нет, мне очень нравится. Люблю вот такое тут. Вообще местные кухни всякие, вот очень мне нравятся, да, всякие такие экзотические блюда. Ну как экзотические, национальные. Везде где-то что-то свое. Вроде бы, да, там вот манты, бузы, позы, там эти пельмени, как они, хинкали. Вроде принцип-то один, а у всех вкус разный. Габариты, как куда тут трамвайчик тащит. Смотрите. Сколько он весит, интересно? Ну, без осей, просто корпус. Ну, салон, вернее. Тоже ж нелегкий. Железо столько. Он пластмассовый ведь.
Туда нельзя, сюда нельзя, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, прыжок на месте, провокация. За все тебя хотят наказать, за все что-нибудь оштрафовать. Больше всего меня прикалывало это вот это вот. По мостам там, может сейчас такого нет, не знаю, в этих в разрешениях. По мостам не более там что-то 15 или 20 километров в час по мостам путепроводом. Представьте, вот сколько мостов, да, вот. С Москвы там, например, до того же Новосибирска. Каждым мостом тормозить. Не, ну это маразм. Не успею сейчас его пройти или нет? Должен. А нет, с осями все как положено. Готовый трамвайчик. Ставь на рейс и пошел. Контрольные промеры там всяких габаритов на мостах путепроводных. Дурдом. You are my warm place. You are my mad strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose. Show me you can be more than just my enemy. One day you and me, we can live our fantasies. I want to believe we can rule the galaxy. Move on from insanity, we can live our fantasies.
Зассерти, вот я проехал, сколько, ну тут уже где-то 1600, наверное, километров. У меня даже 20 литров. На 20 литров не уменьшилось. Такого не может быть. Кстати, поехали обедать. Сейчас вот сюда заедем. Что-то уже кушаться охота. Уже на Новосибирска 80 километров осталось. Уже пора. Пора и по кишкоблудить. О, какое солнышко, смотрите. Вообще погодка шепчет. 14 градусов. Вот так вот не знаю, до какого этого он берет. Так, надо стать сюда, наверное, затолкать. Солнышко будет в глаза слепить. Так, сложно сказать, до какого, ну, сколько он берет. То есть, ну, я так предполагаю, что градусов до 15 он, наверное, берет. А ниже он уже не берет. В принципе, а что я туда поеду? Вот так и стану. Потому что, ну, получается, даже если по 2 литра брать, он уже должен был почти под 40 уничтожиться. А он нет. А вот такие уже морозы пошли. Может не до 15, может градусов до 17. Не знаю. Но факт остается фактом. Расход от блю конкретно маленький. Ох. Пойдем за баллоном. Будем борщ кушать. Даже интересно сейчас. Не сейчас, потом проверим. Канистра там. Там осталось 10 литров. Есть там. Ну, плюхается она там или нет? Даже сейчас пойдем проверим. Сейчас посмотрим. Просто даже вот интересно. 20 градусов уже было. По идее, оно должно замерзнуть. Все, оно и замерзло. Естественно. Все, там лед. Вон. Пол канистры льда. Так что ждем потепления. Оттает, потом зальем. Как скиталец, ну, вроде все хорошо. Это все я позаливал, вот 10 литров не влезло. И все, и они замерзли. И все позамерзало. Симпатично выглядит, да. Симпатично выглядит. Вода в канистре не мерзнет. Ну, еще таких жестких-то морозов не было. Только вот 21 самое низко было. У меня в скане замерзала. Посмотрим. Ну, 20-ка, все. Даже не то, что вода, он даже это мыло не мерзнет. Хотя оно здесь с самого края стоит. Погревается хорошо.
Это плюс. Добре. Пошли обедать и поехали. Дамский каприз называется. Ого. Вон Новосибирск. 76 километров осталось. Пускание предыдущего поколения, которое до эски было, те то же самое. Все, вот Блю замерзает зимой. Машина его видит, что оно у нее есть. Брать не берет. Ну и никаких последствий. То есть ни мощность не теряет, ничего. А вот в эске там уже стоял подогрев. И в этом. И она уже зимой, она горячая аж была. Подогревалась, она его брала всегда. Ой, кастрюлю что надо достать. Падает все было. Вот. Ну и ладно. Меньше проблем. Канистрами бегать не надо. Так, о, сейчас опять. Оп! Так, сметана. Сало. Борщ без сала. Это не борщ. Господи. И баночку борщица. О. Борщ, сало, сметана. Все. Отсюда все. Надо съедать, потому что уже завтра как неделя будет. Сегодня уже неделя. Скоро этому всему... Скоро это все начнет портиться, правильно? По кафешкам мы еще успеем находиться. Выбрасывать продукты. Готовую еду — это нерационально. Приоткрыть. Ну вот, все, сейчас сальца порежем, пообедаем и бутафором дальше. Иртыш вчера посмотреть не получилось, темно было. На оп сегодня глянуть, как тут дела обстоят. Как? Замерзшая уже как? Маша. Превышается до других слов не знает. Объект транспортной инфраструктуры. На Омск километра через 3 машинка работает. А, стояла там. Видите, под мостом вот полынья не замерзает. И в Иртыш тоже была. Я проезжал, тоже полынья была. Тут тепло, наверное, от моста идет или что? Че оно тут не мерзнет? Заливчики. Вот чем зимняя рыбалка хорошо, да? К любой ямке можно подобраться. А вот полынья, вот тут нифига не замерзла. А так я думаю, что, наверное, если ее аккуратно обойти, то можно уже и спокойно пешочком перейти через Обь. Но лучше не рисковать. Кто его знает, что там под снегом делается. Нырнешь, вода холодная. Хотя уже вроде должна уже установиться, уже лед должен хороший быть, такие морозы стояли.
сибирская объездная скоро закончится. Да, сегодня надо Кемерово брать вечером. И будет самое хорошо. Завтра понедельник, будет народ на работу ехать, там движение. Сегодня вечером должно быть свободно. Горки кемеровские должны быть свободны. И сухие. Сейчас 16. Вот сегодня целый день держится 16. Ну тут подъезжал к Новосибирску, там 14 было. Солнышко светило. А так, в общем-то, от 16 до 14 вот сегодня целый день плавает. Потепление у нас на следующей неделе. Со всеми сопутствующими потеплению вещами. Нетрудно догадаться, какими. Ситраков гонят сколько. Одни ситраки навстречу и фотоны. Надумают потом эти все Скани и Волевы Маны вернуться на рынок. А опа! А он-то уже занят. Китайцы, я думаю, так просто это не упустят. Сейчас пару заводов в России построят. И все, и до свидос. 150-миллионный рынок помашет ручкой, если мозгов нет. Определенным брендом. Но это их дело, правильно? Не хотят, не надо. Вернее, может и хотят. Не дают. Заставляют. Кемерово 244. 3 часа, но сейчас надо будет где-то вот стемнеет. Здесь в районе Болотного надо будет остановиться. Кино-то я вам сегодня не делал. Проспал это дело. И будильник прозвонил, только пальцем вот так сделал. Только вот так. И все. Мозг команду вставай даже и не дал. Вообще. Потом просыпаюсь, ё-моё, уже через час выезжать. А я еще валяюсь. Бывает такое, солнышко садится, закат. Да, самые короткие дни наступают. Еще вот, что, сегодня 18, 19, послезавтра, да, с 20-го солнцестояние начинается, зимнее. Самые короткие денечки, самые длинные ночи. Новосибирск, хорошего вечера воскресного. Хочу посмотреть, вот тут сейчас после поста там торговый центр был такой большой-большой. Открыли его, не открыли. Когда ковид был, он не работал. Что-то потом уже и внимания не обращал. Здесь тоже какая-то стройка идет. Смотрю, какое-то предприятие вроде как строят. Походу такая серьезная. Что тут на посту? Тишина. Ну и хорошо. Грузовикам 50 надо ехать. Ага. Есть такое дело. Ладно, я превышаю. Тут превысишь тут, ага, он сел он сюда. Не
Алексей, приветствую. Здрасте, здрасте. Я так и понял, что это вы. Да, все обзывают бешеный трал. Я понял. Ну, тогда мне с вами не тягаться. А я бы сейчас там подальше. Надо встать, малюха. Ясно. Это Владимир с сыном, вот они я с Владимиром встречался под Красноярском на Медвежьем угле. И вот они с Екатеринбурга едут. Мы тут сотого. Они вчера впереди меня, потом я впереди их был. Сейчас опять они впереди меня. Бешеный трал. Бешеный трал, это интересно. Ладненько, давайте. Удачной дороги. Какие-то место выбрали интересное для остановки. Да, с моим сигналом только позориться. Слышали, да? Смех. Новенькую калину купил, наверное. Домой гонит. Салон, наверное. В Новосибирск ездил, в салоне купил. Сейчас он домой гонит, ехать не хочет. Без номеров даже. А, не, это не Калина, это Грант. А я в них путаюсь постоянно. И не разбираюсь в них этих. Жигули, говорит, видите, едет там, гладит ее по панели. Хорошая. Моя. Чё ты тормозишь? Дядько. Вообще опасный какой-то чувачок. Едешь ты подозрительно. Там часом не отметил уже покупку нового автомобиля. Тут ты тормозишь, ты ускоряешься резко. Стрёмный товарищ такой какой-то. Ну, может, на радость, знаете, но все-таки новая машина это какая бы ни была, но все равно это новая. Все, и опять ехать не хочет. Да что ж такое-то? И обогнать не обгонишь. В воскресенье машин идти много идет на Новосибирск. Там еще и козел впереди. Поздно вечерний Кемерово. Без 20:11. Ну не совсем уже поздно-поздно, но уже поздний. Воскресный. Свободно. Пока правильно решение было
идти Кемерово проходить. Хотя сейчас вот уже в самом Кемерово погуглил, вроде никакого там снега с утра не наблюдается. Ну, сейчас мы его по ночи спокойно проедем. Пятерочка уже моя не работает, в которую я все время бегаю. Конечно же, без 2011. Не надо мне магазин. Вот в эту я все время захаживаю, когда днем попадаю. Не, уже все закрыто. Что, наверное, до 10 работает. Или до 11. Габарит. Нет уже никого. Нет, там кто-то ходит, может и до 11. Мне в магазин не надо. Хлеб есть, все пока есть. Поедем уже тогда сегодня и горки кемеровские проедем, пока свободно. И в Красном Яру зайдем на посадку. А завтра можно и не торопиться с выездом. Не от Красного Яра там останется. Мне уже 540 километров осталось. От Красного Яра там. И тут еще сотню надо пройти. 440 километров. Что там ехать? Если все нормально, я туда там к 12:30 должен пригребсти. Ну, и завтра можно спокойно, там часов в 10, в 11 выезжать. Подсветка красивая. Фиолетовый. Вообще нравится мне такой цвет, вот фиолетовый. Симпатичный такой. Здесь тоже красиво подсветили, смотрите. Оригинально так, синеньким. Классно. А мы к реке спускаемся. Я, как всегда, забыл, как мост называется. По-моему, Кузбасский. Всегда никак не могу забыть. Их два, Кузбасский и Кузнецкий. Я их все время путаю. Память дырявая. Что я сделаю? Так, здесь почем здесь топливо? 59,20. Ну, мы в Итате будем заправляться до полных баков. Тоже так интересно сделано, а? Красиво, красиво. Я еще скорость умудряюсь превышать. Нифига себе. Помню, как он еще тут строился, этот комплекс, Московская площадь. Сейчас, он какая красотень. Сейчас мост пересекем, я вам скажу. Трявая, ну что я сделаю? Ну, река, понятно, все замерзла. Яндекс
Алекс. Чего не едем? О, как услышал, смотрите. Педаль газа справа вспомнил. Так, смотрим. Какой? Я же говорю, Кузбасский. Запоминаю. Уже был уверен, что Кузбасский больше. Еще раз 5 проеду и уже точно запомню. От зубов будет отскакивать. Сегодня никто не едет никуда, она не знается. Посадили только меня со скитальцем в гору. Ладно, простим ему эту маленькую шалость. О, понесся. Посадил и понесся. Красавчик. А вы палите солярку. Вообще так тут скользковато по Кемерово. Тут тоже видно, что снежком присыпало. Это и утра ждать не надо. Так, это вот перед светофорчиками накатики такие. Скользковато. Под горку тоже подшлифовывало. Ну, уже почти его прошли. Вот уже выход сейчас. Весовая, Лукойл. И все. Но здесь, видите, здесь со стоянками тут, конечно, проблематично. Здесь как бы вариантов 2 нормальных. Первый это Березовский. Это вот тут, ну сколько тут километров? 10-15 еще от Кемерово. Ну там стоянка маленькая. Я думаю, что она уже, ну и плюс она тоже ж подорожная. Она уже там 200%, что она забита. Там вроде какая-то еще одна есть, но я не знаю, там по дорожке, не по дорожке, я там никогда не стоял. Ну и второй вариант это уже вот ехать именно в Красный Яр. Почему склоняюсь за Красный Яр? Это чтобы пройти сегодня горки. Они тоже, это летом они такие, ни о чем, как бы, ну не то что ни о чем, но а зимой, если присыпет, то там прилипнуть как 2 пальца об асфальт. Я не говорю, что они ни о чем, но в плане того, что не такие уж там, они тут уже сильные и крутые, но если хороший снег пойдет, то прилипнуть на них запросто можно. А так как с Березовским мы пролетаем, шлифует тут, трогаешься. Поэтому поедем уже еще, сколько мне туда, я просто забил, еще 87 километров. Сейчас 5 минут 12. Я говорю, дай бог, все нормально, к 12:30 приедем. Ну и хорошо. Завтра не спеша, часов в 10, в 11 выедем. Тут вот сейчас какая-то будет
где-то вот тут слева вроде как какая-то стоянка по дорожной сети, но там на нее заезжать просто страшно. Вот, по-моему, сейчас. Нет? Нет, 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 нет. Это просто площадка. Значит, тут где-то есть вот какая-то слева. Слева она дырявая. Сейчас на выезде перед весовой с правой стороны там тоже дырявая. На ней ночевал вообще. Но она не подорожная, она так. За деньги там еще. Ты как-то стоял один раз там. То ли на дороге стоишь, что ли. Короче, ни о чем. Шелка. Смотрите, еще не сняли вывеску Shell. Так все и оставили. Решили не менять или что? Или с Кемерово Шелка не ушла? Вы не знаете? Вы же сами видите. Shell. Вот с правой стороны вот паркинг. Ну, потому что уже сейчас тут и нет паркинга. У меня даже вот ретарды тормозить не хочет букс. А, здесь уже что-то никто и не стоит. Тут уже какими-то елочками засадили. Тут уже никто и не ночует. Я как-то вот здесь вот ночевал. Была тут стоянка. Смотрите, какой тут лед перед весами. Сами лед. Решено. Едем в Краснояр. Шлифует, шлифует, когда трогаешься. Начинаешь газовать. Ну, накатано здесь. Перед всеми этими делами всегда накатано. Лошадок везет. Иркутские номера. И габаритов сзади ничего. Красный Яр на горизонте. Замучили. Идет снежок, идет, и в горах шел здесь вот, в Кемеровских. Ну, дорога нормальная. Все, прошел, как и говорил, 1:30. 2 километра. И если там есть места, на что очень-очень-очень надеюсь, ехать дальше никакого желания нет. Вообще. Мне до выгрузки осталось 445 километров. Выпивший один допустимую скорость. Спать хочу, потом становимся и... Не знаю. Пару печенюшек или что-то. Что-то ж надо. А может, ничего не буду. Видите, метет. Ветер. С полей метет. Сверху немножко сыпется. Идет это потепление.
ночевал я здесь, и так заезжал уже несколько раз. Площадка большая. Надеюсь, что места есть. Найдется что-нибудь. Я уже отсюда вижу. Что-нибудь да найдется. Гостиничный комплекс «Две сестры». А может уже прямо здесь ставят что-то? Ну, смотрите, она уже тут встречает. Может уже и на улице будут ставить. На улице так на улице. Не, там внутри он место, ё-моё. Не мерит. Да, работенка тут по морозу бегать. Дорожный. Работенка у нее, да, женщины? Ну а что? Жить захочешь, не так раскорячишься. Куда она нас отправит? Хозяйка Медной горы. Записывает, то куда-нибудь отправит. Ждем. Долго. Ништяк говорит. Наверное, она это замерзла. Конечно, ветер такой вот. Видите, как метет. На какой будете выезжать? 10. 10? Тогда едем налево, третий ряд. Раньше я точно не поеду. Сейчас 12:30. Едем налево в третий ряд. Да хоть в 10-й. А, третий ряд. Значит, тоже затыкает второй ряд. Ну да. Где тут проезд налево? По кругу надо ехать. Едем налево в третий ряд. Ой, тут площадка, ё, тут, блин. Тут еще ехать и ехать с машиной. Его еще и сзади, еще есть. О, площадка здесь огромная. Что я думаю, сюда тут в любое время можно приехать. Отличный уклон такой, какой мне нужно.
Good. Все, что хотели, за сегодня выполнили. Закрываемся. Сейчас заглушимся. Включаем автономку. Ой. И ложимся спать. Текущее место. Google показывает, что будет 20 градусов ночью. Потом днем пойдет потепление. Но не сильное. Уже во вторник здесь уже 7, в среду 5, и все, в среду тут снежинок, во вторник тоже снежинок, в четверг тоже снежинки, в пятницу нету, в субботу снежинки, в воскресенье снежинки. Выключаем, лучше не смотреть.